Всем привет, меня зовут Вадим Чен, и в этом видео я расскажу еще об одном непривычном и недооцененном месте для путешествий – о Монголии. Что навскидку мы знаем об этой стране? Первое, что вертится на языке, это Чингисхан. Степи, лошади, что еще? Сложно сказать, не так ли? Но на самом деле здесь невероятной красоты природа и горы. Да-да, вы не ослышались. Также чего только стоит вид на пустыню Гоби. На закате реально кажется, что ступил на планету Марс. Ну а столица страны Улан-Батор – это развитый и полноценный мегаполис. В этом видео я расскажу о советском наследии страны, мы посмотрим на лучшие места для туризма и даже настоящий парк юрского периода. Узнаем об особенностях Монголии и какие здесь цены, проведу буддийский обряд, а также объясню, почему ехать сюда стоит только летом. Поэтому досмотрите это видео до конца. Погнали! В этот раз мое путешествие начиналось из города Шанхай, а первая остановка на пути в сторону Монголии – это столица Китая – Пекин. Пару слов о нем. Пекинский центральный вокзал весь такой традиционный из-за вот этих вот башенок, но в целом видно, что советская архитектура тоже здесь отпечаток оставила свой. Действительно, в 50-х годах прошлого века на фоне по-братски дружественных отношений между КНР и СССР в Китае появилась мода заимствовать советские модели во всех аспектах социально-экономической жизни страны. При этом здания советского стиля, как грибы после дождя, начали строиться на территории всей страны, даже в отдаленных деревнях. Однако после провозглашения политики реформ и открытости в конце 1978 года облики китайских городов и деревень стали стремительно меняться. И сейчас это самобытные в архитектурном плане азиатские города, во многом опережающие большинство стран в мире. Если вам интересно узнать больше информации о Китае, напишите об этом в комментариях, и я подготовлю отдельный выпуск. Так как прожив в этой стране 7 лет, мне есть многое, что рассказать о ней. А пока вернемся к Монголии. Следующий этап – это автобус из Пекина в приграничный с Монголией город Эрен-Хото. Отправление вечернее, а сами автобусы с так называемыми лежачими местами, так что это довольно комфортно. Вообще в Азии для длительных поездок они существуют уже очень давно. Там и зарядка есть, и туалет, в общем все, что нужно. Рассвет мы встретили уже в Эрен-Хото. Довольно быстро и без проблем проходится паспортный контроль. Будьте готовы, что нужно заплатить какой-то там сбор в несколько долларов. Честно сказать, я так и не понял на что, ну да ладно. И после 12 часов на автобусе садимся в следующий автобус до Улан-Батора 11 часов. Конечно, многим такое путешествие может показаться слишком жестким, но для меня это куда более увлекательно, нежели долететь за пару часов самолетом. А такой вариант у вас всегда есть. Китайско-монгольская граница. Китайцы здания вот даже построили. Очень забавный факт. Монгольская приграничная зона – это настоящий край уазиков. Здесь их буквально сотни. Все потому, что есть некая услуга перевоза после прохождения границы, а также развозка по населенным пунктам. Как видно, спрос на это просто бешеный. Ну что ж, начнем путешествие, которое лежит прямо через всем известную пустыню Гоби.
Через несколько часов остановка на обед в маленьком городке по пути. Заодно стоит упомянуть, что здесь очень низкие цены на все. Вот такое мороженое в стаканчике до сих пор продается в Монголии, как из детства. Курс доллара к монгольскому тугрику такой. Вот это еще и входит в билет. Бензин на заправке есть только 80 и 92. Цена на последний около 60 центов за литр. Пообедав, мы продолжили путь, и на закате, почти доехав, сделали еще одну остановку, которая мне очень понравилась. Степи Монголии в это время суток реально как на другой планете. Ближе к ночи мы заселились в отель. К слову сказать, полноценные 4 звезды в самом центре столицы с видом на площадь Чингисхана в новом красивом отеле обойдутся вам около $50 за сутки, в зависимости от времени года. Завтраки классические европейские, без странных азиатских блюд, вот как это бывает в Китае или там в Японии. Но давайте скорее осмотрим сам город. Не знаю, что это значит, но что-то нельзя трогать. Улгайчас, Болгу, Мыж. Не трогайте его, если будете в Монголии. Такое я знаю слово. Это школа. В центре довольно много красивых зеленых скверов, да и вообще очень уютно и комфортно. В Монголии, как и во многих некогда бедных странах, которые развились за последние десятилетия, человек на машине считается высшим существом, поэтому пешеходные переходы для монгола на тачке не значат ничего. Ну а самая популярная машина здесь это гибридная Toyota Prius, они здесь повсюду. Реально, я такого нигде не видел, в Улан-Баторе это просто национальная машина. Приусы, приусы, приусы и там приус. Традиционная монгольская еда. Кайф. А из традиционного для наших стран я успел увидеть вот такой вот кортеж. Ну что ж, для первого дня очень даже насыщенно. Вот за день поменялась погода с 30 градусов до 6. Теперь наряд такой. И это как раз то, о чем я говорил в начале видео, и почему стоит ехать сюда именно летом. В Монголии очень резко переменчивая погода, только летом таких моментов значительно меньше, чем, скажем, там осенью. Ну а зимой степной климат я вообще считаю непригодным для туризма. Погода как-то очень подходящая, чтобы подниматься высоко в гору. Не жарко, очень резко изменилось с 30 градусов вчера жары до 6 градусов сегодня. Прям просто бум. Сейчас поднимаемся на монумент Зайсар, который где-то в 6-7 километрах от Улан-Батора. И эта точка якобы открывает самый лучший вид на город. Сейчас посмотрим. Сам монумент Зайсар был построен в честь Красной Армии за то, что они помогали народной монгольской армии в революции. Вот.
По-моему, здесь невероятно красиво. Супер. Ради вот этой вот фотографии вляпался в куриные, блин, какашки. Супер просто. Контраст по-монгольски. Luxury Crystal Diamond Special Compound. И 2 юрты. И при элитных компаундах еще свой Будда. Вернуться обратно мы решили пешком. Очередная прогулка по городу и снова ощущение того, какое здесь хаотичное движение транспорта. Хочется еще сказать о ночной жизни в Улан-Баторе. Это был уже другой день, снова потеплело, поэтому все, так сказать, вновь расцвело. Здесь множество кафешек и заведений для молодежи, ночных клубов и баров, цены в которых совсем невысокие. Отличные прогулочные аллеи и много огней. В общем, все достойно. Небольшой лайфхак для тех, кто собирается праздновать что-то типа дня рождения или, может быть, годовщину знакомства. Он заключается в том, чтобы взять на сутки лучшую гостиницу в городе, которая, кстати, находится буквально 800 метров от нашей, но включает в себя бассейн, сауну, постоянный VIP-лаунж, где можно и поесть, и выпить. Ну а виды у такого отеля точно будут самыми топовыми во всей округе. А еще каждая 5-звездочная гостиница с удовольствием угостит вас вином и тортом, когда узнают, что у вас праздник. Для нас это также был отличный способ поставить красивую точку в пребывании в городе и отправиться покорять горы и степи, о чем я и расскажу дальше. Теперь пора отправиться в невероятно красивое природное место. Национальный парк Горхи-Терелж. Находится он в 80 километрах от города, и это просто рай для любителей гор, степей, зелени и причудливых скал. Ведь именно здесь находится черепаховый камень, известная монгольская достопримечательность. Кстати, еще один интересный факт. Вот такие вот дальние дороги по качеству еще лучше, чем в городе. На оставшиеся дни мы сняли отель в национальном парке Горхи-Терелж, который я только что показал. Это просто какие-то площадки для прогулки динозавров. Фух, кардио что надо. Действительно, во время раскопок археологи постоянно находили здесь множество окаменелостей древних рептилий, после чего за местами закрепился этот статус. Отличное место, чтобы посидеть и подумать. Жилье для туристов здесь это в основном юрты повышенного комфорта, которые дают возможность с одной стороны и ощутить особенности жизни кочевого народа, а с другой стороны не лишать себя комфорта в виде кофе, душа и ресторана с вкуснейшей мясной едой. Мясо, кстати, здесь высочайшего класса. Цены в таких отелях разные, в зависимости от класса. Наша юрта обошлась около $15 за сутки. Своя территория, сказка просто. А воздух какой. Единственный ветер постоянно. Довольно сильный. Здрасте.
Сегодня мы приехали к Черепашьей скале. Она так называется, потому что выглядит вот как. Сейчас я обойду с другой стороны, покажу панцирь. И интересно то, что это не туристическая замануха, она действительно природно сформировалась вот так. Здесь еще отдельная часть с буддийским храмом, куда мы сейчас пойдем. Вот. И здесь виды другие, они более гористые. Дорога к храму заняла около 20 минут пешком, но это отличная прогулка, параллельно с которой можно понаблюдать за жизнью местного населения и насладиться прекрасными видами. А еще встретить разных представителей местной фауны. Вот он, дружок. Почти пришли к храму. Последние ступеньки вот к нему ведут такие. И по дороге вдоль ступенек есть вот такие вот указания духовные. К монастырю есть две дороги. Вот короткая, без учений. И типа символически обозначено, что с учениями дорога тяжелее и длиннее. Вот она. Таким кругом. Поднявшись к монастырю, я прошел небольшой буддийский обряд. Вращение молитвенного барабана, который в тибетском буддизме принято крутить, чтобы сочетать физическую активность с духовным содержанием. В Монголии он называется хурде. Но даже если многое сложно для понимания, как и некоторые моменты жизни в Монголии, всегда можно просто насладиться красотой нового места вокруг тебя. В этом и есть вся прелесть путешествий. Спасибо, что досмотрели видео до конца, надеюсь, оно будет полезным. Подписывайтесь на мой инстаграм, где я постоянно размещаю что-нибудь интересное из стран и мест, где бывал. До нового видео!